Браконьерство с налаженным черным рынком вместе с демилитаризованной зоной, где редкие дикие животные уже более 70 лет в безопасности. Так какая Северная Корея для животных? Рай или ад? Давайте разберемся. Когда мы слышим о Северной Корее, в первую очередь в память всплывают политические лозунги, строгая дисциплина, культ личности династии Кимов и изолированность от всего остального мира. Страна десятилетиями остается закрытой, почти непостижимой для постороннего взгляда. Но за пределами военных парадов, пропаганды и ядерных программ скрывается другая, менее известная, но не менее важная сторона КНДР, ее природа и животный мир. Северная Корея обладает удивительно разнообразным ландшафтом. На востоке ее омывает Японское море, на западе – Желтое море, а на севере и в центре страны тянутся горы и леса. Такой контраст создает уникальные условия для разных животных. В горах встречается амурский тигр, символ силы и мощи, занесенный в Красную книгу. Когда-то тигров было много на Корейском полуострове, но сегодня они большая редкость. Их соседи, дальневосточные леопарды, столь же редкие и находятся на грани исчезновения. В лесах живут гималайские медведи, кабаны, косули, а в реках можно встретить выдр и редких пресноводных. Птицы занимают особое место в фауне Северной Кореи. Страна находится на пути миграции перелетных птиц, поэтому здесь останавливаются журавли, аисты, орланы и множество мелких пернатых, особенно известные японские и даурские журавли. Браконьерство и черный рынок. К сожалению, жизнь животных в КНДР не всегда спокойна. Экономические трудности и бедность населения толкают некоторых людей на браконьерство. Тигры и леопарды становятся жертвами ради шкуры и костей, которые ценятся в традиционной медицине и на черном рынке, особенно в соседнем Китае. Гималайских медведей убивают ради желчи и лап, из которых делают деликатесные блюда. Из-за закрытости страны точные масштабы браконьерства неизвестны, но известно, что незаконная торговля животными и их частями остается одной из скрытых проблем Северной Кореи. Парадоксальные плюсы для животных. Тем не менее, у животных Северной Кореи есть неожиданные преимущества. В отличие от многих других стран Азии, где природу активно застраивают под сельское хозяйство и города, КНДР остается относительно нетронутой. Причина проста. У страны мало ресурсов для масштабного строительства и индустриализации. Самый удивительный пример – демилитаризованная зона, разделяющая север и юг. Это полоса земли длиной 250 километров и шириной 4 километра, где уже более 70 лет нет постоянного присутствия человека. Туда не допускают ни фермеров, ни строителей, ни охотников. И именно там природа расцвела. Считается, что в демилитаризованной зоне обитают редчайшие виды – амурские тигры, леопарды, черные аисты, выдры и даже азиатские черепахи. Эта зона, созданная как символ вражды, неожиданно стала прекрасным заповедником для животных. Интересно, что политика КНДР одновременно и угрожает, и помогает животным. С одной стороны, закрытость и бедность страны не позволяет развивать современную экологическую систему защиты животных. С другой стороны, отсутствие массового туризма и крупных промышленных проектов помогает природе сохранить первозданность. Кроме того, у северокорейской власти есть идеологический интерес в сохранении символических животных. Например, тигр и журавль часто упоминаются в песнях и сказках. В пропаганде они играют роль как символ силы, долголетия и чистоты. Животные Северной Кореи живут в условиях контрастов. Они страдают от браконьерства и нищеты людей, но одновременно выигрывают от изоляции. В этой стране можно увидеть редчайшие виды, которых почти не осталось в других местах. Ирония в том, что территория, разделенная войной и политикой, стала местом, где природа получила шанс на выживание.